Ребята, всем привет! У меня появилась интересная идея. Сейчас в Литве очень много снега, и мы решили построить иглу. И чтобы было максимально интересно, мы решили в этом иглу заночевать. Начинаем строительство. Перед тем, как начать строительство, покажу, что мы уже сделали. Смотрите, вот я вернулся с Египта неделю назад, когда приехал, еле заехал в дом и решил построить сфинкса. Вот такой сфинкс есть. Также есть вот такая пирамида есть. Вот. И покажу, с чего мы уже начали. Значит, мы уже накопали такой сугроб. У нас будет игла не совсем натуральная. Будет иглу, просто накопаем огромную кучу снега. Сделаем форму иглу. И потом выкопаем дальше внутренности. И сделаем иглу. И потом заночуем его. Вот такая уже горка есть. Мне сосед помог ее накопать. На самом деле он и придумал. Я уже иглу строил до этого, но в этом году решил, что хватит с меня вот сфинкса и все. Вот. Но он говорит, давай, делай иглу. Ну вот, он сказал, раз поможешь, согласился. Вот мы накопали столько снега. Он сейчас пока натурально трамбуется. Уже стоит второй день. Сейчас я еще немножко сам подкопаю, потом, может, вечером тоже подойдет. Еще покопаем. И, надеюсь, через 2-3 дня сделаем уже иглу. И будем пробовать в ней ночевать, готовить еду и по-всякому развлекаться. Ну вот, я пока иду копать. Покажу вам, какие красивые сосенки у меня есть. Смотрите, как они заледенели все. Очень красиво. Все, отличная погода. Голубое небо. Иголочки, видите, все замерзшие. Вот, и покажу вам свою лопату. Вот. Вот такая лопата есть. Я с ней снег буду сгребать. И вот туда вот нести. Сейчас потихоньку этот снег высыпаю. Потом буду сбрасывать его наверх. И будем формировать саму форму иглу. Уже немножко устал. Сейчас еще совочек одену. И буду забрасывать уже. И сейчас возьму лопату. И буду немножко забрасывать ее и трамбовать. Я снимаю одной рукой. Но чтобы вы поняли, как это происходит. Вот берешь лопату. Да. И вот так нужно ее бить. Я бью не сильно, потому что бью одной рукой левой. Вот. Бьете. Еще идеально, если, например, были бы дети, то я давал им такие санки. Такие поджопники. И они с ней скатывались. И получалось такое идеальное трамбование. Ну или можно лопатой, или можно взять этот же совок, какой-то груз на нее положить, или даже ребенка какого-нибудь, и катать ее по этой горке, и она будет трамбоваться. Или просто оставить ее, она за день, 2-3 сама хорошо трамбуется. Все, начинает трамбовать. Смотрите, ребята, я придумал, как снимать. Вот такая штука у меня есть, я ее поставлю сбоку и буду для вас немножко снимать. Потому что работать и левой рукой снимать не очень удобно. Вот, ребята, я установил ее. Вот такой вот трипод. Недорогой, купил на тему, мне кажется, долларов, наверное, 15, может быть, 20. Но хороший. Здесь, видите, он довольно-таки высокий. Здесь еще поднимается, крутится по-всякому. Сейчас его сюда вставлю и буду снимать, как я работаю. Ну что, ребята, поставил я камеру. Сейчас вам покажу, как нужно трамбовать снег. Важно иметь в этом деле хорошие перчатки. Вот такие перчатки есть хорошие. Выглядят очень красиво, но они реально теплые. Вот. Берем лопату. Лучше лопату вот Фискар берите. Крепкую. Если возьмете такую дешевую лопату, то она у вас сломается очень быстро. Берите Фискар. Есть лопаты разные. Есть лопаты такие широкие. Это для когда снег рыхлый. И есть лопаты чуть поуже. Они такие вот примерно. Вот. Сегодня снег рыхлый, поэтому взял такую лопату. Вот. Берешь ее и со всей дури молотишь по снегу. И таким образом он трамбуется. Вот так вот. Вот так вот молотите. Он еще постоит день-два. Я думаю, что нормально будет. Еще, как говорил ранее, хорошо, если у вас есть дети, можете, пускай они берут такие поджопники. Вот. И катаются здесь с обычной горки. Тоже очень хорошо для трамбования. Вот. У меня пока дети в школе, поэтому я работаю лопатой.
Как вам вид сверху? Я забрался на самый верх этой кучи и поставил трипод. И вот сейчас снимаю для вас. Трудно снимать, когда один снимаешь. Помощника пока что у меня нету. Вот, поэтому триподы выручают. Но я думаю, неплохо получается. Сам себе оператор. Опа. Ну, довольно много уже навалил. Нужно еще немножко потрамбовать. Хотя, знаете что, я думаю, что нужно снег немножко накидать, сделать иглу более толстую. Опа. Видите, эта лопата такая более для такого мокрого снега, но нормально. Может быть, не такая тяжелая, как та. Фу. Очень хороший спорт. У вас будет болеть руки, спина. Нужно, главное, не надорваться, а то потом еще лечиться будете. Поэтому, если вы решите построить тоже иглу или что-то похожее, то решайте свои силы. Вот, берите помощников. Помощники очень хорошо. А то мы строить сложно. Лучше там, 1, 2, 3. Если пятером будете работать, то вообще сказка. Вот вам снежка. Как вам? Нравится? Классная зима. Так, у нас уже вечер. Дед мне помогает. Они катаются на санках с этой горы. И тем самым ее трамбуют. Ну давай, пробуй. Ну как, трамбовать нравится? Не знаю, очень быстро спрыгнул. Быстро спрыгнул? Да, тут спрыгнул, кто-то там прыгнул, тут... Немножко рисковато, да? Она... Еще будешь кататься или не будешь? Наверное, второй раз. Давай еще разок. Можно еще тут вообще... Давай, залезай. Так, снова лезет. Ну, давай. Здесь я сказал, да. Давай, спускайся и трамбуй нашу иглу. Ну. Ну так все, да? Давай что-нибудь другое будем делать. Знаешь, что я придумал? Знаешь, что нужно взять веревку и сделать иглу круглую. Так. Смотри, что я придумал. Значит, такая палка у нас есть от сломанной лопаты. Я сюда привязал, здесь была такая дырка, привязал веревку. Веревка длиной примерно 2,5 метра. Ты залезай на самый верх, втыкнешь ее в самую середину, и мы таким образом сделаем такой радиус, чтобы наша куча была круглая. Чтобы мы зря-то не делали там какую-то там продолговатую, хорошо? Давай лезь на самый верх. Немножко подержи. Лезь с палкой лезь. Ну или лезь так, хорошо. Давай, подавай палку. Сейчас высота этой горы, ну так, это метр, наверное, 70, метр 80, так думаю. Где-то серединочка. Хорошо, давай, на, держи палку Накидай. и тыкай ее в самую серединку. Ребят, значит, у нас пока что наша гора получилась такая длинненькая. Значит, здесь вот очень много с этой стороны, а по бокам маловато. Сейчас будем досыпать. Наверное, с этой стороны немножко возьмем снега, сюда пересыпем. И будем здесь немножко уталчивать. Что говоришь? Я думаю, еще немножко откуда взять. Ну, придумаем. Значит, отсюда убираем, сыпем сюда и пробуем ее делать более круглую. Берем оттуда все. Хорошо, все. Так, у меня пришел помощник. Он здесь уже работал, пока меня не было. Ну, рассказывай, что придумал, что будем делать дальше. Ну что мы делаем? Смотри, Мы у меня делаем было, ее- получается, делать форму, да? Ты мне поможешь с формой. Сейчас сделаем более круглое, как половинку шарика. Ага. Сформируем, то есть, да, форму саму. Да. Ну, хорошо. Формируем. Ты смотри, уже довольно-таки много уже срезал, да? Из того, что я здесь наделал. Кучу срезал всего. И здесь делаем горку. Будем делать горку. То есть лишний снег. Его сейчас сформируем и тем самым еще горочку сделаем. И дети смогут еще кататься по ней. Ну, как думаешь, сегодня успеем? Надо успеть. Успеем? Потому что нужно успеть, нужно еще горочку сделать и начать уже копать. Давай снег убираем, быстро сделаем все. За часик. Вот часик. Ну давай. А, вот эти вот еще, вот моя веревка, которую я вчера мерил.
Видите, там вот веревка есть. И вот так вот можно мерить. Правда, она закопалась немножко, нужно будет откопать. Смотри, давай формируем. Где вход-то будет? Что говоришь? Давай формируем. Где вход? Вход будет, ну, здесь. Здесь будет вход. Вот, у Ромы очень хороший глаз. Он хорошо все видит. Вот, потому что не так все просто сделать. Хорошей формы. Я вчера делал немножко, но все равно такое яйцо получилось. Да. Очень много отрезается. Ну, все, он уже уляжется, выровняешь. Красиво будет. Ручные перчатки я брал. Окей. Они тоненькие. Но они с мехом внутри. И к ним ничего. Покажи, ребята, на камеру, мне очень интересно. Там вот поступай, они тебя слышат. Ну что, ребята, реклама перчаток Maxi Dry Zero 56451 XL размер. Хорошие перчатки с утеплителем. Не мокнут, не липнут, легко развиваются. Красота. Даже можно звучки издавать. Хорошо, все. Отработал рекламную паузу. Монетизация. Ты можешь уже писать им, сказать, я рекламировал ваши перчатки, пожалуйста, выделите сумму. Я видел, люди такие, некоторые идут там максимум, начинают типа работать, потом деньги просят. Есть. Есть такие юмористы? Видишь, проблема, эта палка, она закопалась. Не вытащишь ее никак ее? Ты мне говоришь? Ну, тебе. Что? Говорю, палка закопалась, и никак нельзя вытащить ее. Мы вытолкнем изнутри. Ну, изнутри вытолкнем, но нам нужно снаружи сейчас. А зачем снаружи? Ладно, может так немножко, она там все равно понятно, какой уровень. И так все видно. Ладно, давай. Смотри, нормально. Копаем вход, а от него дальше будем отталкиваться, укругляться. Но он уже все хорошей формы. Слушай, ну все, мне кажется, форма не всем подходит. Ощущение, что такой хрип получается пока что. Ну, знаешь, что не получается? Но. Она, у тебя просто здесь ровно идет. Но. И все, ну ничего не сделаешь. Нет, так может срезать. Очень много срежется. Ничего страшного. Вторую иглу можно построить, да? Ну, да, маленькую. Вот знаешь что? Где вот другие вот иглы строят такие в лесу, такие копанки, да? Вот такие вот делают примерно, и все. И там 3 человека, 4 сидят. Там низко, там буквально только лежа. Ну, зато теплее. Но. Вот, я понимаю, те, кто в лесу выживает, они вот такие делают. Ну да, они что, выкопали? Там что-то держат. Там ложишься, на тобой вот чуть-чуть места и все. Максимум на корточках сядешь, еле-еле. А иногда даже и без корточек. Только этот. Лежа. Смотри, не хочешь дофига места сделать внутри? И вообще там с детьми ночевать. Взять детей. Сашу взял бы я. Сначала поночуем давай сами. Если понравится, может неделю жить. Поночуем давай с самого начала сами. Если много места, в принципе, хватает. Там, знаешь, какое место? Там дохера места. Постелили, можем все, говорю. Там места дофига. Там Все месяц, можем. там месяц твоя и моя семья месяца. Ну, и Лона с Авророй не спали, но я думаю, и Саша бы тоже спал с нами. Ну, посмотрим. Давай сделаем, попробуем одну ночь сами. Посмотрим плюсы и минусы. Значит, хочу вот так вот снег утрамбовал. И потом просто пилой можно вырезать плиты. Ну да, тоже И можно. пробуем сделать. Можно так сделать с формами. А можно, если так будет утрамбовано хорошо, то вот с гроба есть, приходишь с плиты и вырезаешь. Кстати,
Надо снег убирать на улице. Ну вот прямо там режешь. Так вот, устраиваешь, что сейчас это- сделаем. А? Еще мороз держаться будет точно неделю. Возьми, сделай хотя бы маленький такой домик. Ну, посмотрим, пускай это постоит пока. Ну, бы дома пробовать. Хорошая идея, кстати. Что? С пилой вырезать. У меня же снега много. Ну, Я могу его вот потренируйся. резать. Мне интересно. Я думал, знаешь, думаю, ну, такую иглу я уже много построил, это уже моя четвертая Хорошая игла. идея, прикольно. Вот сделай, попробуй сделать. А вот если вот сугроб, ну или на крайняк можно, говорю, вот эти сделать и просто их подравнивать. Не, хорошая идея. Ну, здесь нужно резать, стараться, да. А так сугроб есть и делаешь. Я попробую сделать. И можно там по всему участку, там в сень пошел, порезал немножко. Ну, знаешь, сколько этих сугробов? Ну, режь на здоровье. Так что вот такая идея у меня есть на следующий год. И тоже нужно будет там переночевать. Если здесь получится. Если здесь выживем, то Выживем. там еще переночуем. Сейчас сделаем этот ролик, и потом люди будут в Якутии смотреть и учиться у литовцев, как делать иглы. Они не умеют. Ну, они умеют так же самое, как и мы. Кто умеет, тот умеет, кто не умеет. Но эти лежанки не умеют делать. Многие делают такие, ну, берлоги делают. Ага. Не иглы, а такие, ну, такие бесформенные. Кучи, короче. У них называется переночевать в сугробе. Ну, в принципе, это Или удобно. берлога, вот так Дышит. называют. Нора. Говорю, сугроб, он пористый, он дышит, залез, он твое тепло держит. И нет опасности, что обвалится на тебя, он легкий. Тут все-таки, Здесь, не знаю, здесь тонн, не знаю, сколько тонн здесь. да. Я, по-моему, домик взвешивал, был 4 тонны. Здесь больше, здесь, не знаю, как это возможно, 15-20 тонн, может быть? Не будет 15-20 тонн. А сколько будет? Ну, будет, может, 6 тонн. Один кирпичик такой Пять. весит там 15-20 килограмм. Ну, у тебя кирпичик, он с этим, с водой, может быть, даже. Ну, без воды. А если просто снег, опять же, мокрый снег, сухой снег. Сейчас сухой снег, он легче. Ну, хорошо, 10 килограмм. Легкий кирпичик, 10 килограмм. Я думаю, здесь таких 3-4 тонны. Ты же вот наступаешь, нога проваливается сразу. Ну и что? Значит, он пористый, Ну, пористый, да. значит, легкий. Если Легкий, бы но- плотный, ну да. Когда лопатой махаешь легко наверх, Ну, мы же легко толкаем сейчас. Лопатку взял, толкаешь. ну, не знаю, ладно, сделаем. Представляешь, если бы это вот ты сейчас копнул, это примерно сколько у тебя тут? 5 килограмм. Я думаю, лопата весит больше. Сам снег у тебя. На. Легкая лопата? Ну, вот, Набери хлеб, снега набери. Ну, а как уже? Не так здесь весело? просто вес сместился из-за этого. Ну. Ну, 3 килограмма есть. Он же пористый, он воздушный. Ладно, давай. Нам взвесить для интереса, взять весы, взвесить. Хорошо. Сколько на лопату? Взвесим мы, Здесь взвесим. кухонные. Ну, есть, но не сейчас. Да, взвесим. Когда будем ночевать, у нас будет время много чем позаниматься. Будем делать такие эксперименты, взвешивать снег. Так, хорошо. Так, ребята, у нас пропал звук, поэтому я музыку наложил. Вот, что хочу сказать, что случилось. Видите, наша игла уменьшилась. Почему мы так сделали? Потому что мы поговорили с Ромой и решили, что наша игла похожа на хлеб. Ром предложил сделать ее более круглой, и вот поэтому мы столько много обрезали. Обрезали много, наверное, с каждой стороны примерно по столько обрезали, по полметра. Вот, то есть игла по метру, уменьшилась. Игорь. Я бы сказал, по метру срезали. По метру срезали с каждой стороны? Ну, спереди точно метр. Ну, это вот... Ой, ужас. Что мы придумали? Значит, там построим маленькую иглу, детская, а там сделаем горку для катания. Как думаете, сейчас наша игла стала лучше, не лучше? Напишите в комментариях. Вот. Ну, идем дальше работать. Давай, дальше идем. Иглу уменьшать.
Очень жалко, что звук не записался. Что Мы говоришь? там так много говорили, рассказывали, все. Там бы ничего не рассказывали. Там. Рассказывали, говорили. Да. Ну что, ладно, Мы работаем. так много сказали там. Столько историй было интересно. Столько интересных историй. О, сколько пропустили. Ну, лучше стало, думаешь? Мне так лучше стало. Лучше? Да. Ну, хорошо. На самом деле, маленький игл не так плохо. Легче будет согреться. Она не маленькая, она, конечно, там большая. Ну как? В любом случае бы копал до середины, и там бы раздвигал стены. Но. Тут было бы ниже. То есть ты внутри, я думаю, ничего не поменяется. Как не поменяется. Мы обрезали по полметра, у нас метр потерялся. Но ты все Было равно, 4 метра, ставило 3 метра. ты все равно хотел, чтобы стены были примерно Полметра. полметра. Вот здесь так, то же самое будет. Ну. А мы полметра уже отрезали. Ну, хороший быть. Там места хватит точно. Ну хватит. Она сейчас выглядит как 8-местная палатка, даже 12-местная палатка. Ну хватит, хватит. Ладно, делаем, посмотрим, что получится внутри. Так, ребят, смотрите, у нас получился вот такой вот хорошенький сугроб. Мы его красиво сформировали, очень много отрезали. Сейчас будем его копать в этом месте. Вот, и делать жилое помещение. Начинаем. Сейчас самый ответственный момент. Вот, сделаем, так и будет. Ребят, смотрите, как будем мерить мы глубину. Чтобы слишком много не откопать, мы возьмем, у меня такие сыры есть, видите. Я думаю, что примерно нужно вот, ну, столько. Я их буду пихать в разных местах, и когда мы будем копать изнутри, мы будем упираться в этот штырь и будем знать, что уже больше копать нельзя. А у тебя, Игорь, у тебя белая лопата? Не, у тебя. Посмотри, может, ты закопалась на Посмотрим. Копай пока. А, вот, вижу ее, все. Нашел? Да. Белый потерял ее? Это самое странное решение зимой продавать белые лопаты. Что не красная, не черная, не зеленая, ну любой цвет. Видишь, Фискар, да? Они все такие оранжевые, да? Ну, посмотри, вот взял, бросил. Все, забыл, потеряешь ее. Самое странное решение. Так, у нас есть еще один помощник. И сюда. Смотрите, для помощников, и для себя тоже, для детей. Покажу такой маленький лайфхак. Есть такая фирма, называется Бибантен. Вот. И она хорошо помогает от мороза. Чтобы лицо не отморозить, я себе уже помазал. И здесь я тоже помазал. А то потом вырастет, потом будет ходить краснощеки отмороженными лицами. Вот. Мажем Бибантеном щечки. Вот. И так, наверное, кожа неплохо. И отморожен хорошо. Все. Все, теперь можно на морозе быть. Сейчас на улице, не знаю, минус 10 или даже больше. Так, здесь уже потыкали. Дальше тыкаем. Так, здесь еще тыкнем. Так, вот такая глубина примерно. Так, давай вторую. Вот, здесь Рома копает. Поэтому мы и тыкнем. Здесь отсюда. Так, дальше давай. Сейчас, так. Значит, здесь тыкаем. Покажу, Рома работает. Вот, копает ногами. Немножко отдалим. Уже полностью залез, да? Уже полностью залез. Смотрите, уже в сторону копает. Ну, давай я сниму. Уже много места. Ну, уже нормально, да? Уже, да, я уже могу. Ну вот. Это вот палка, которую мы тыкнули.
Видите, в серединке. То есть это центр примерно, да? Вот так. Углубляем. Расширяем. Ну, вот он сейчас копает, я снег увожу. Вот, дети тоже уводят его. Снег, видите, довольно-таки, ну, мягкий, ломается легко, да? Да, он такой мягенький. Вот, уже находимся внутри. Здесь уже пару квадратных метров есть. Сколько думаешь, квадратных метров будет? Ну, уже 2-3 есть. А сколько будет, ты думаешь? Ну, я думаю, 4 будет. Так еще много здесь копать надо. Да. Видите, мы так копаем, загружаем в коробки и там их принимают. На. Привет. Вон четвером посидим. Четвером? Нет, там еще может 5-6 человек. Ну, мы сейчас находимся здесь четвером, да? Еще место есть. Так, ребята, мы навалили уже вторую кучу. Выйдет второй у нас иглу. Вот, а там, смотрите, все внутри происходит. Вот. Хорошо, сейчас это выложи и можете ходить. Хорошо, давай я залезу к вам. Это вытащу. Ну, опа. Наверное, уже много людей. Получается, здесь достаточно тепло. Тепло, да, уже. Не знаешь, что хорошо? Да, здесь шапку на самом деле можно не носить. И здесь нет ветра совсем, да? Здесь даже комфортно. А, например, когда я там говорю, слышишь меня или не слышишь? Здесь слышу, на улице нет. Не Кстати, понял. когда ты на улице мне говоришь, я не слышу тебя. Да? То же самое, когда ты отсюда что кричишь, я на улице почти не слышу. Ну вот так вот. Ну вот. Как пыльца летает. Это что такое? Лед такой, да? Да, видно на камере, да? Льда. Мы если вообще по максимуму накопали. Да, видите, эти колышки торчат. Вот, это уже показывает границы, где уже нельзя копать. Так, ребят, смотрите, какой уже выкопали, в принципе, основное помещение выкопали. Сейчас Рома вырезает камин. Или его имитацию. Потом покажу вам, что получилось. Так, ну что, ребят, смотрите, мы уже более-менее сделали саму иглу. Видите, здесь потолок и стенки более-менее такие ровные. Потому что, говорят люди, кто ночевал в иглу, говорят, что если оставить такие острые углы, то с них вот начинает вода капать и бывает неприятно. Так что мы их затерли. Я так с рукой вот так вот затирал. Вот, и затер более-менее. Вот, также вот Рома сделал камин. Сейчас-то положим дров, будем греться. Вот, пол почистили и сейчас будем ложить пол. Все. Так, у нас уже вот так вот, смотрите. Положили мы листы эти. Надеюсь, будет тепло. Вот, всовываем. Все, в плиточку. Вниз положили целлофан, чтобы заряться было, чтобы влага не шла. Вот. Такие вот листы в Синукасе стоят, по-моему, 2 евро за лист. Примерно такая цена. И пилой их просто пилишь и все. Ну, знаешь, что скажу? Я вот этого сидел на снегу, было холодно, неприятно. Сейчас вот лежу на этом листе, и мне уже хорошо. Ну вот тут пока руки мерзнут. У меня вот пальцы... Руки мерзнут все? У меня пальцы замерзают сейчас. Да? Ну, мне пока нормально. Ну вот, у нас наша берлога уже почти готова. Давай попробуем тут угол. Давай тут угол делаем. Карандаш там пила. На глаз укладываю. Я видел такие в ютубе такие ролики, где там кафель ложат и так вот на глаз. Жик, 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 жик. И получается у них. Правильно. Так, ну. Сейчас неприятный звук. Ну, посмотрим. О, видите?
какой у Ромы. Глаз алмаз. Выйдем дома уже, чтобы было чисто. Так. Здесь видите, почему я пылесошу? Потому что я это делаю у себя во дворе. Вот, и чтобы потом у меня во дворе не валялась куча пенопласта. Поэтому я так заранее, сколько могу, уже сейчас пылесошу. Так, смотрите, кому еще рекламирую. Хороший пылесос. Вот такой вот пылесос берите. Он такой рабочий, мощный, хороший. Мне нравится. С ним можно бросить и там на мастерской, и в машине, и даже в иглу. Там оставим снег. Ну пока нормально. Чего спереди? Или даже здесь хватает? Я думаю, все. Спереди тоже сделаем. Или хватает? Я думаю, все. Да? Все сделали. Все, сейчас берем покрывало какое-нибудь, ложим, и жилище, в принципе, готово, да? Ну, в принципе, да. Маленький декор ложим. У меня картина там есть, Люстру повешу. повесим. Люстру. И градусник повесим, и посмотрим. Иглу уже почти закончили. Вытаскиваем колышки. Вот. И будем уже заканчивать. Самое трудное вытащить колышки в самом верху. Я пробовал сбивать их уже с лопатой. Вроде получается. Не хочется долезть наверх. Ломать иглу. Да, попробуем. Ну, покажи. Вот, видите, берете и забиваете внутрь. Они там вылетают. Оп. Вот, я поснимаю, как это выглядит. Выглядит снутри. О, видите? Оп. Выглядит страшно. Знаешь, выглядит как в этих фокусах, где ножами тыкают. Выглядит, знаешь, как этим, в этих фокусах, где ножами тыкают. Ну, посмотри, внутрь. Пол? Да, не. Посмотри внутрь. Посмотри. Похоже, да? Ребята, видите, у нас много плит. Вот, 1, 2, 3, 4, 5. Мы здесь будем делать вход. Как мы их сделали? Я просто купил такие вот формочки. Они продаются, кстати, в магазинах. Засыпаешь их снегом, трамбуешь, оставляешь. Если снег, например, сухой, оставляешь на ночь, получается. А если снег мокрый, то сразу же они получаются. Так, сейчас мы их вот положили. Они немножко уже примерзли. Сейчас Рома их отпилит. Покажем, что происходит. Потому что они уже примерзли к земле. Вот. Сейчас мы его поднимем. Попробуем поднять слегка так. Не развалится. Я их сделал вчера. Во, видите? И мы положим. Давай ложи на бок. Первую плиту. Вот. У нас такая получится арка натуральная. Вот. Вот так все делается. Май, что думаешь? Ну, хорошо. Нормально? Да. Ты не замазывал? Стоп, 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 не двигай, не двигай, не двигай. Ты тоже пили. Сейчас Рома держит. Я помню, когда делали прошлую иглу, было очень холодно. Да? Так, постоял пару минут и все, она примерзла. Сейчас, конечно, холодно, но мне кажется, не так холодно. Ой, сейчас, да, блядь. Так, ну не знаю, стой. А, ты хочешь так, да? Ставь, ставь. Будет в сторону будет держать. Потому что она не держится нормально. Рома будет такая, как атлант. Да? Берем этот куб. Ну. Я думаю, его распилим вдоль. Ну и дальше что? Поставим по бокам. И надо постараться центральный куб, чтобы он ровно встал сверху. Чтобы красивее смотрелась вся арка. А, так думаешь? Один куб пополам, а один куб полностью? Да. Ну слушай, он даже не влезет 2 куба. Лезет. Давай еще раз посмотрим. Посмотри. Померим, давай померим. Да не, нормально. Ну, смотрите, как снег легко пилится. Хоп, все. Я сначала режу, а потом мерю. Хорошо.
Вот, видите? Красивенький. Вот покажи кирпичик. Масло. Ну, красивый кирпичик, да? Идеальный. Где тут? Тут смотри. Свободно. Я поливаю. Вот. И тут же лепим. Давай. Вот. Лепим и... Ну что? А, и вторую лепим, да? Сразу наливаем вторую. А третью куда? Они скрепятся и чем придумаем. Так, хорошо. Сразу вторую наливаем. Вот. Так, хорошо. Да. Вот в этом нужно. Какой хочешь? Это даже оставить сюда. Где пила? А! Держи. Ну, оставили мне одного. Сейчас пока Рома отпилит. Рома быстро пилит. Я заранее заготовил такие кирпичики. Вот, побольше. И почти все мы использовали уже. Это Рома сделал? Ну, на глаз. Пускай. Маленький сделал. Вот так, да, наверное? Да. Потом еще снова водой залить. Еще раз так сделать. Вот, и все. Так, ребята, у нас уже позднее время. Наконец мы все доделали и собираемся идти спать. Покажу, как наша выглядит иглу. Вот, чтобы было чуть потеплее, мы вот такой вот материей закрыли его. Не знаю, она постоянно падает. Этот колышек ничего не держит. Вот, и таким вот кругом еще закрыли. Ну, не знаю. Надеюсь, он не упадет и будет чуть теплее. Сейчас я попробую зайти к Роме. Посмотрим, как он там держится. Что он там уже подготовил. Вот. Рома уже готовится ко сну. Сейчас я тоже приду. Если вам интересно, получилось ли у нас переночевать в иглу или нет, обязательно поставьте лайк за наш труд. Следите за новыми сериями и всем пока.